Мы в столице Латвии, Риге, и за моей спиной Домский собор. Он фактически ровесник города, построен был в 1211 году. На шпиле собора петушок. Много столетий рижане определяли по нему, каким будет день. Если петушок повернут к городу темным боком, значит дует ветер в сторону моря. В такой день кораблям сложно войти в порт и торговли не будет. Если повернут золотым боком, то ветер попутный и будет хороший торговый день. В советские годы петушка заменили на нового, и теперь он полностью золотой с обоих сторон. То есть день всегда хороший. Сегодня расскажу вам, как жила Советская Республика Латвия в годы СССР и как живет независимая Латвия после распада Советского Союза. Латвию называют самой русской страной Прибалтики. Это классная страна, хороший город, и здесь всем неплохо в определенные моменты времени жить и работать. Здесь действительно много русских. У нас журналистов прессует, мама не горюй. Причем как оставшихся со времен СССР, так и переехавших совсем недавно. Запрещают вещание спутника. Господи, кто его здесь читал? Но его запретили. Зачем? Эффект Барбары Стрейзен. При этом тут продолжают сносить русские памятники и бороться с русским языком. Если мы говорим о металлоломе, который расставлен, его в основном поубирали. С языком не надо бороться. Надо бороться с неправильным взглядом. Сюда за свободой слова уезжают журналисты из России. Если бы нам было хорошо работать, условно, в Монголии, мы бы в Монголию поехали. А вот местные жалуются на притеснение со стороны властей. Все смотрят с надеждой на будущее. Но эти, которые у власти, наверное, не договорятся. Приходит языковой инспектор. А на каком языке вы проводите производственное совещание? Да, проблемы есть. Сейчас в Латвии закрывают общественные СМИ на русском языке. Это глупо. Давайте посмотрим, как все это получилось, а заодно узнаем, куда делись все рижские шпроты. Каждый прожитый нами год приносит много счастья и радости нашему народу. В этом году исполняется 30 лет с момента распада Советского Союза. Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Одна страна превратилась в 15 различных государств, каждое из которых пошло своим путем. Возобладала линия на расчленение страны. В честь этой даты я решил посмотреть, что привело бывшие республики к выходу из Союза, как они прожили эти 30 лет и чего хотят сегодня. Латвия за это время потеряла больше населения, чем любая другая страна бывшего Советского Союза. Также здесь не смогли добиться роста экономики и потеряли сельское хозяйство. А вот по показателям демократичности Латвия во всем бывшем Союзе уступает только Эстонии. Как так вышло? Смотрите в этом ролике. Если вам или вашим сотрудникам предстоят рабочие поездки, то можно воспользоваться сервисом Aviasales для бизнеса. Там нет дополнительных наценок на стоимость. Еще сервис берет на себя все заботы о бюрократии и документах. Причем эта услуга предоставляется бесплатно. А если вам нужна помощь в дороге, то можно обратиться в службу поддержки. Она оперативно поможет с любыми вопросами. Обменять билет, аннулировать заказ или исправить ошибки в оформлении. Поддержка работает 24/7 и отвечает в течение минуты. Таким образом, Aviasales для бизнеса поможет экономить на командировках. Ссылочка уже в описании к этому ролику. В 13 веке земли современной Латвии завоевали крестоносцы. В устье реки Даугава, или Западной Двины, так ее называют в России, они основали город Рига. На несколько столетий территория Латвии стала частью Ливонского ордена, а затем ее разделили между собой Швеция и Речь Посполитая. В состав Российской империи Латвия попала в 18 веке. Шведская часть была присоединена по результатам Северной войны, а польская — после разделов Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией во времена Екатерины II. В ходе Первой мировой войны большую часть Латвии, включая Ригу, оккупировали немецкие войска. Однако Германия войну проиграла и не смогла оставить эти земли себе, а страны-победительницы не были заинтересованы в том, чтобы возвращать Прибалтику России, где к власти пришло правительство большевиков. Все это создало уникальный шанс для Латвии впервые в своей истории стать независимым государством, что и случилось в 1918 году. В Риге до сих пор сохранился памятник латышским стрелкам, установленный здесь еще в 70-х годах. Латышские стрелки — это одно из первых формирований Красной Армии. Дивизия состояла из жителей Латвии и была создана в годы Первой мировой войны. Она участвовала в обороне Риги и проявляла исключительный героизм.
После Октябрьской революции латышские стрелки поддержали большевиков. Их дивизия воевала на стороне красных в гражданскую войну. Кроме того, именно латышские стрелки занимались охраной большевистских лидеров, в том числе и Ленина. Выходит, что это был такой прообраз современного ФСО. Многие лидеры латышской дивизии сделали неплохую карьеру в советской России. Первым главнокомандующим вооруженными силами РСФСР был латыш Вацацис. Другой латыш, Петерс, был одним из основателей ЧК, которая затем превратилась в НКВД, потом в КГБ, а сейчас называется ФСБ. Еще один латышский стрелок Эйхманс стал первым начальником ГУЛАГа. Дивизия латышских стрелков была расформирована в 1920-м. Часть бойцов вернулась в Латвию, получившую независимость. Другие остались в России. Большинство из них будут репрессированы в годы сталинского террора. В августе 1939 года между СССР и нацистской Германией был подписан договор о ненападении. Мы его знаем под названием «Пакт Молотова-Риббентропа». К этому пакту прилагался также секретный протокол. В нем Гитлер и Сталин договорились о разделе Восточной Европы. К СССР отходила часть польских территорий, Финляндия, Бессарабия, а также Прибалтика. В 1939 году Советский Союз навязал Латвии договор о взаимопомощи. По нему на латвийскую территорию входил 25-тысячный воинский контингент. Это было сопоставимо с численностью всей латышской армии на тот момент. Но на этом Сталин, конечно же, не остановился. В июне 1940 года Латвии был предъявлен ультиматум. Латвийское правительство было вынуждено принять требования СССР. 17 июня 1940 в страну вошли советские войска. Вскоре в Латвии под контролем Красной Армии прошли парламентские выборы. Убедительную победу на этих псевдовыборах одержали, конечно же, коммунисты. Избранный таким образом парламент первым же делом попросился в состав СССР. Эта просьба была удовлетворена. Карлиса Улманиса, который был президентом Латвии до этих событий, репрессировали. Он умер в 1942 году в тюремной больнице в Туркменистане. Теперь ему установлен памятник здесь, в Риге. 5 августа 1940 года Латвия стала Советской Республикой. Ну а 22 июня 1941 Германия напала на Советский Союз. Латвия была захвачена гитлеровцами. Лишь в 1944-м советская армия освободила Прибалтику от нацистов. Весь период с 40 по 91 годы считается в Латвии периодом оккупации. Я думаю, что это воспринималось как оккупация. Не зря командующий войсками сделал самоубийство в тот момент, когда ему приказали армии отступить, потому что армия была готова воевать. Перед этим была провокация на границе, когда были убиты пограничники. Так что, я думаю, эта оккупация была с первого момента воспринята как оккупация. Конечно, всегда были и все 20 лет с лишним, пока была Латвия независима, еще со времен 17-18 года, здесь маргинальные круги, которые как бы были просоветские, тут была запрещенная коммунистическая партия, которая занималась структурой госбезопасности. Такие здесь существовали, как во всей Европе, которые были, как ячейки поддержки Советского Союза. Но если мы говорим о общем настроении, это воспринималось как оккупация с самого первого момента. То есть это сразу люди поняли, что ничего хорошего не будет? Сразу люди поняли, что это оккупация, что будет плохо, но они не поняли, как плохо будет. То, что здесь происходило, это было убийство людей. Просто убивали людей, вывозили и убивали. После таких зверств, которые здесь провело НКВД, любая другая сила выглядела как спасители в этот момент, но и их никто не встречал с цветами. Сравнение немецкой оккупации с советской поддерживает и бывший глава Народного фронта Латвии и депутат Рижской думы Дайнис Иванс. Это одно и то же, потому что, как мы знаем, в Вторую мировую войну начал Советский Союз совместно с нацистской Германией, и отличий там в этой оккупации не было никакой. У нас уже в конце Второй мировой войны был такой Центральный совет Латвии, который пытался восстановить независимую Латвию. И тогда они надеялись, что с оружием, которые были латышского легиона, немецкой армии, которые были призваны, они повернут и против немцев, и просто против красных оккупантов. Но этого не удалось, потому что немцы раздробили в конце войны это движение сопротивления. И продолжалась советская оккупация. Конечно, там разница есть. За годы немецкой оккупации немцы не успели
так много наших людей уничтожить, как это удалось советской оккупации. А вот бывший премьер-министр Латвии, кандидат в президенты Валдис Бирковс высказывается более сдержанно. Ну, наверное, по-разному воспринимает, но большинство, конечно, воспринимает как оккупацию, иногда называют аннексией. Кое-кто и не признает оккупацию. Ну, история ведь такая вещь, которая интерпретируется разными людьми в разных целях. И этот 1 год, который был между потерей независимости и началом войны, не принес Латвии никаких таких добрых дел, только одни несчастья. Одним из главных обвинений многих российских СМИ в адрес Латвии остается проведение в стране маршей ветеранов СС. Но в самой стране их воспринимают иначе. Шествие ветеранов СС в Латвии проводят 16 марта в официальный день памяти латышских легионеров. Формально эти шествия посвящены погибшим бойцам латышского добровольческого легиона СС, который воевал на стороне Гитлера. Шествие проводится с 1994 года. Перед вступлением Латвии в Евросоюз их запрещали, но с 2005 стали проводить опять. В 2010 Верховный суд Латвии даже признал запрет этих маршей незаконным. Шествия не раз заканчивались столкновениями их участников с антифашистскими силами. А в 2014 году министр охраны среды Латвии Эйнарс Целинскис даже был отправлен в отставку за одно только намерение участвовать в таком шествии. У нас нет никакого марша ветеранов СС, если вы думаете, 16 марта, когда во Второй мировой войне насильственно мобилизированные 2 дивизии латышей воевали вместе. И в этом дне эти легионеры вспоминают просто то, что они несправедливо были призваны в эту немецкую армию, и что они тоже жертвы Второй мировой войны Гитлера и Сталина в том числе. И никаких маршев эсэсовцев здесь нет. Это памятник свободы в Риге, установленный в 1935 году. Он каким-то чудом пережил нацистскую оккупацию и годы советского правления. 3 звезды, которые держит женская фигура, олицетворяют 3 части Латвии. Видземе, то есть север страны, Курземе, запад, и восточную часть Латгале. Женщина смотрит на запад, откуда в страну пришла свобода. После войны на этом месте хотели поставить памятник Сталину, но против выступило 2 очень влиятельных человека. Первый из них – рижанка по рождению Вера Мухина, автор легендарного монумента «Рабочие колхозницы». А второй – архитектор Лев Руднев, который много лет прожил в Риге. Руднев – это классик сталинского ампира и автор главного здания МГУ в Москве. Им удалось убедить власти сохранить монумент. Правда, памятник свободе уравновесили скульптуры Ленина, ее поставили на другом конце бульвара. И если свобода смотрит на запад, то взор Ильича был обращен на восток, что тоже очень символично. В 91-м памятник Ленину демонтировали, а свобода, разумеется, осталась на своем месте. Но вот, собственно, здесь в противовес вот этой скульптуры свободы стоял дедушка Ленин. Установили его в 50-м году, как раз когда была 10-я годовщина образования Латвийской ССР, и простоял он здесь до 25 августа 91 года, когда его снесли. Сносили его грубо, и теперь вроде как поврежденная при демонтаже скульптура Ленина хранится и пылится где-то на складах на окраине Риги. Как и в других прибалтийских странах, в Латвии после распада Советского Союза практически не осталось советских памятников. Все монументы Ленину и другим коммунистическим деятелям были демонтированы. Досталось и памятникам, установленным в честь погибших в Великой Отечественной войне солдат Красной Армии. Но главный памятник, мемориальный комплекс в Рижском парке Победы, сохранился и находится на своем месте, несмотря на неоднократные попытки националистов его уничтожить. В 1997 году несколько человек пытались взорвать памятник освободителям Риги. В результате 2 из них погибли, а монумент выстоял. Что такое памятник, если мы говорим о кладбищах? Кладбища держатся в порядке, и советские, и немецкие. Если мы говорим о металлоломе, который расставлен, но его в основном поубирали. У нас есть один памятник, который за Двиной есть, но он защищен и договором, и законом, так что он там и есть, и никто его трогать не будет, быстрее всего. Какие-то еще остались советские монументы? Ну, поубирали все памятники Ленину. Ленину ни одного не осталось? По-моему, нет. У нас даже нет парка Ленинов, как в Литве. В Эстонии, потому что у них один Ленин стоит в Нарве.
Не, замке? у нас немножко по-другому. У нас все Ленина убраны. Памятники, которые в советское время расставлены, я думаю, что есть, потому что у нас есть памятники, ну, выдающимся людям, которые в советское время работали, творили, но памятники, которые режимные, те все убраны. Вместе с советской властью в Латвию в 1940 году пришли и сталинские репрессии. Первые массовые депортации произошли в июне 1941 года, буквально за неделю до начала Великой Отечественной войны. В Сибирь были высланы 15,5 тысяч человек, в том числе дети и старики. Вторая волна принудительного выселения развернулась после освобождения Латвии от гитлеровцев. В 1949 году была проведена операция «Прибой», которая затронула все 3 прибалтийские республики. Из Латвии были депортированы более 40 тысяч человек. В Сибири депортированные подвергались строгому надзору. Им не разрешали покинуть район, куда их отправили. Смертность среди высланных достигала 15%. При этом обычные аресты и отправка в лагеря на территории Латвии практиковались так же широко, как и на остальной территории Союза. Всего количество жертв сталинских репрессий в Латвии оценивается в 136 тысяч человек, или почти 10% от населения республики. 8 октября 1988 года в Риге начал работу учредительный съезд Народного фронта Латвии. Его председателем был избран журналист Дайнис Иванс. Ну, это было во время перемен, горбачевских перемен, когда мы почувствовали, что это время, которое мы должны использовать. В Латвии это сопротивление советской оккупации, она фактически не прекращалась во все время существования советской власти после Второй мировой войны, когда Латвия была оккупирована. Но были разные группы, и вот при Горбачевском времени они уже были. Но мы поняли, что одна группа, их там садили, там КГБ за ними гнались, что нужно что-то большое. И к нам идея пришла из Эстонии. Они организовали уже в начале 1988-го такое, движение, это еще не было как организация, Рахваринне, Народный фронт Эстонии, но они там занимались разным там мероприятиям и такими сходками, где они что-то очищали территории и так далее. И потом уже у нас было в 1988 году большой пленум Союза писателей и художников. И в этом пленуме первый раз прозвучало слово, что мы тоже должны, как эстонцы, организовать большую массовую организацию сопротивления. Иванс был одним из тех журналистов, которые на волне политики гласности, объявленной советским генсеком Михаилом Горбачевым, начали поднимать в прессе острые вопросы, например, связанные с проблемами экологии. В одной из своих статей Иванс призвал приостановить строительство Даугавпилской ГЭС, чтобы не допустить затопления долины реки и гибели редких видов животных. Я написал такую статью о судьбе Даугавы, думаю, потому что Советский Союз строил очередную стройку коммунизма, пирамиду коммунистов Даугавпилской ГЭС. А это уничтожало бы наш, сакральный символ, нашу реку, судьбоносную реку Даугаву. Там уже были построены Плявинская ГЭС, которая потопила все, что в нашей и мифологии, и в культуре очень важно. Люди там сопротивлялись, это в 1959 году было, но их репрессировали, назвали буржуазными националистами, и все прекратилось. И вот именно в 1986 году я видел, что это строят, у меня 4 ребенка было такие маленькие, я думаю, они это не увидят. Первоначально в Народном фронте доминировали позиции расширения автономии Латвии в составе СССР и развития перестройки. В этом их поддерживала даже Москва. Один из ближайших соратников Горбачева, Александр Яковлев, посетил Латвию и позитивно оценил деятельность Народного фронта, сказав, что организация полностью соответствует целям перестройки. Вскоре, однако, умеренные стремления сменились требованиями выхода из Советского Союза. В 1989 году Народный фронт Латвии вместе с соседями из Литвы и Эстонии принял участие в акции «Балтийский путь». 23 августа, в 50-ю годовщину заключения пакта Молотова-Риббентропа, около 2 миллионов человек взялись за руки и образовали живую цепь от Вильнюса до Таллина. Какое было противодействие со стороны Москвы? Довольно жесткое, потому что Москва все время, сначала уже при формировании Народного фронта, конечно, были попытки запретить эти движения. Но я понимаю, что и там были разные силы в Кремле тогда, потому что у нас был такой большой друг, который часто ездил к нам. Это архитектор перестройки Александр Яковлев. И он мне рассказывал, что уже было решение задавить на силу, ничего там не разрешать. В 90-м году в Латвии установилось двоевластие.
С одной стороны, на выборах в Верховный Совет победили представители Народного фронта, и вскоре была принята декларация о независимости страны. С другой стороны, эта независимость еще никем в мире не была признана, и в Латвии вроде как продолжали действовать все советские органы власти. Еще в конце 1988 года был сформирован Рижский ОМОН. Он был подчинен напрямую Москве. Отряд насчитывал 120 бойцов, и это были не милиционеры, а тренированные десантники и морпехи. Многие прошли через Афганистан. Латышей среди них было меньшинство. Командовал отрядом майор Чеслав Млыник. Это этнический поляк, родившийся на территории Беларуси. Ситуация в Прибалтике продолжала накаляться. Советское правительство пыталось вернуть непокорные республики под свой контроль. В ночь с 12 на 13 января 1991 года войска штурмовали телецентр в литовском Вильнюсе. Погибло 13 человек. В латвийской столице люди начали собираться на многотысячные митинги в поддержку соседней республики. В Ригу со всех сторон Латвии съехалось до 500 000 человек. Протестующие начали выстраивать баррикады на улицах города. Получилось что-то вроде украинского Майдана. Участники митингов сутками дежурили на улицах. В эти дни неоднократно происходили стычки между ОМОНовцами и митингующими, а вскоре дошло и до стрельбы. 20 января 1991 года неизвестные обстреляли машины, в которых ехали бойцы Рижского ОМОНа. В ответ ОМОНовцы захватили здание республиканского МВД, которое тогда располагалось в этом доме. Во время перестрелки погибло 5 человек. Среди них 2 милиционеров, защищавших здание, 2 кинооператора и проходивший мимо школьник. Следствие так и не смогло точно установить, кто же спровоцировал эту стрельбу. Спусковым крючком для окончательного признания независимости Латвии стали события августа 1991 года. В Москве произошел путч. Группа высших руководителей страны отстранила от власти президента Горбачева и объявила, что управление переходит в руки Государственного комитета по чрезвычайному положению, ГКЧП. В столицу вошли танки. Кстати, в годовщину путча я сделал ролик про причины развала Советского Союза. Не забудьте его обязательно посмотреть. Путч потерпел поражение 21 августа. В тот же день Верховный Совет Латвии провозгласил независимость и объявил о восстановлении действия Конституции 22 года. 6 сентября независимость Латвии, а также Эстонии и Литвы была официально признана Советским Союзом. Почти 3,5 миллиона рублей. Это средняя цена контракта по госзакупкам в 2021 году по данным издания «Коммерсант». Вообще госконтракты считаются одними из самых привлекательных среди предпринимателей. По ним обычно есть спрос и гарантия оплаты. Вот только выиграть тендер и получить такие заказы малому бизнесу бывает непросто, в том числе и из-за процедуры аукциона. В июне этого года российское правительство сократило количество банков, которые могут открывать спецсчета для участия в тендере. Теперь их осталось всего 24. И один из них – банк для предпринимателей «Точка». Он позволяет открыть спецсчет в один клик и привязать его к расчетному счету. «Точка» создала инструменты, чтобы максимально упростить бизнесу как процесс участия в тендерах, так и исполнения контрактов. Специалисты «Точки» помогут вам пройти аккредитацию и зарегистрироваться в едином реестре участников закупок и подберут подходящие вашей компании тендеры. Чтобы не упустить выгодный тендер, можно подключить автопополнение счета. Но если вдруг средств для участия в аукционе будет недостаточно, «Точка» не заблокирует счет, а пришлет уведомление и даст 30 минут, чтобы вы успели перевести деньги. После победы в тендере сервис в тот же день может оформить вам банковскую гарантию или кредит на исполнение контракта. Кроме того, «Точка» интегрирована во все федеральные тендерные площадки и возвращает комиссию, которая взимается с победителей от 10 до 20 тысяч рублей. Открыть специальный счет для госзакупок можно по ссылке в описании к этому ролику. Особенностью отделения Латвии было предоставление гражданства только лицам, проживающим в республике до 1940 года и их потомкам. Остальные стали негражданами, даже если они родились на территории Латвийской ССР. Неграждане были поражены в правах по сравнению с гражданами. Они не могли участвовать в выборах, занимать государственные должности, служить в армии и полиции. В середине 90-х в Латвии насчитывалось более 700 тысяч неграждан. Сейчас их осталось около 200 тысяч, это 10% населения страны. Для натурализации, то есть получения гражданства, необходимо принести клятву верности Латвийской Республике, уплатить пошлину, сдать экзамен по латышскому языку, конституции, гимну и истории Латвии. С 1 января 2020 года дети, родившиеся в Латвии у неграждан, стали получать латвийское гражданство автоматически.
Думаю, что это не очень правильное решение, но оно политически было таким, что очень трудно было принять другое решение. Если бы не было этого большого количества, то, по всей вероятности, такого решения бы не было. Понимаете, Рига все-таки была тогда большим центром с Прибалтийским военным округом, с очень большим количеством военных пенсионеров. И это изначальная боязнь, которая историческая боязнь, она, конечно, и политиков подвинула на то, чтобы как-то очень осторожно и, я бы сказал, несколько неуклюже относиться к этому вопросу. Подхода два. Один – это раздавать паспорта, как это раздается в Донбассе. Латвия так никогда делать не будет, потому что человек должен хотеть стать гражданином Латвии. Если он хочет, он может стать очень просто. Что нужно делать, чтобы стать гражданином Латвии? Единственное, что самое сложное для всех этих людей, это знать латышский язык. Но я хотел бы отметить, что сейчас знание латышского языка, если мы сравниваем, когда поднялась проблема неграждан, это было давно, тогда знание латышского было очень низкое в Латвии, со стороны русскоязычного населения. И тогда это была проблема. Если мы говорим сейчас, я скажу так, что где-то 80% неграждан знают латышский язык, но там есть разные причины, почему они не становятся гражданами. Например, один – это льготный проезд в Россию. То есть неграждане не должны оформлять визу. Если у тебя родственники в России, у меня у самого знакомые молодые люди, кто учился в России, и они ездят, они не оформляют гражданство только потому, что им удобнее жить негражданами, потому что разница в правах, нету разницы в правах. Только голосование и все. А вы смотрите, сколько участвует в голосовании людей. Те, которые даже имеют гражданство, особо не рвутся на выборы. И это показывает, что им намного важнее поехать в Россию без визы, чем участвовать в выборах. Тот тезис, что неграждане могут без визы ездить в Россию, можно говорить, что это некоторое преимущество, но в то же время при наличии порядка 80 и даже более ограничений на занятие различных должностей и ведение различной профессиональной деятельности в Латвийской Республике, все-таки это перевешивает. Надо подчеркнуть, что латвийское государство проводит политику построения в многонациональной стране, в исторически многонациональной стране, проводит политику строительства мононационального государства. Ныне реализуемая так называемая политика интеграции латвийского общества на самом деле преследует цель насильственной ассимиляции нелатышского населения и выдавливания за пределы страны той части русскоязычного населения, которая насильственно ассимилироваться не желает. Спустя 30 лет после распада СССР русские остаются крупнейшим национальным меньшинством в Латвии. Их здесь почти 25%. При этом русский язык является первым для трети населения страны. Но с первых же дней независимости Латвия взяла курс на полную дерусификацию. У русского языка в республике нет никакого статуса. Это просто обычный иностранный язык. Хотя опросы показывают, что больше трети жителей страны пользуются в быту именно русским, а не латышским. В 2012 году прошел референдум, на котором за придание русскому языку статусу второго государственного высказались лишь 25%. Однако надо понимать, что в референдуме не могли принимать участие неграждане, среди которых подавляющее большинство русскоязычные. Результаты референдума дали властям карт-бланш на дальнейшее наступление на русский язык. Абсолютно все школы и высшие учебные заведения полностью перешли на обучение на латышском. А в феврале этого года в стране запретили вещание российских телеканалов. Одной из причин такого решения называют использование языка ненависти в информационных программах. Надо сказать, что латвийское государство, начиная с 1991 года, с момента своего образования,
проводила политику, сознательно проводила политику на дезинтеграцию латвийского общества, на подавление прав национальных меньшинств. И одним из самых ярких примеров вот этой политики стало принятие в 1998 году закона об образовании 21 октября, в соответствии с которым к 2004 году вся школа с русским языком обучения должна была быть переведена только на латышский язык обучения. С языком не надо бороться. Надо бороться с неправильными взглядами, можно с неправильными решениями. Вот с чем надо бороться. Зачем с языком бороться? Язык должен, так сказать, быть средством коммуникации. В первую очередь, это неправильно называть русскоязычными, потому что это дискриминация этих людей, потому что то, что он говорит, человек в своей семье на русском языке, это не значит, что он русскоязычный, то есть он знает еще и латышский, очень часто английский, и они, как граждане Евросоюза, они знают несколько языков, потому их вот так обобщать, вот русскоязычный, и он вот ничего другого не знает, как русский язык, это неправильно. Если мы говорим о людях, которые в семье говорят на русском языке, так разница между Латвией, Литвой и Эстонией, значит, в Литве таких меньше всего, вот это исторически так сложилось, у них большой миноритет польский. В Латвии они по всей Латвии. То есть нет таких мест, где вот были бы вот только они, или очень большая концентрация, и везде другом не было. В Латвии такие люди, они размещены по всей Латвии, то есть они такая дисперсия. В Эстонии это Нарва, там у них концентрировано количество людей, которых родной язык русский, вся остальная Эстония там меньше, и потому у каждого проблемы свои. Два уровня. С одной стороны, уровень практичный, уровень, скажем так, бытовой, уровень того, что происходит каждый день, я бы не говорил бы о каких-то существенных ограничениях и каких-либо ограничениях по отношению к русскому языку. На русском языке ты можешь абсолютно, если мы говорим про Ригу, естественно, в первую очередь, ты можешь функционировать, пойти в магазин, пойти в кинотеатр, пойти в театр, купить все, что тебе нужно, снять жилье, и огромное количество дальше вопросов, включая просто как ты чувствуешь себя, находясь на улице или в общественном пространстве. Это одно, это то, что в значительной степени до сих пор по-прежнему привлекает в том числе и граждан России, которые сюда приезжают или отдыхать, или пытаются получить вид на жительство или купить недвижимость. Другой вопрос, то, что связано с уровнем официальным, потому что на уровне официальном есть только один государственный язык. И это правильно, когда мы говорим про латышский, но когда второй язык, на котором говорит плюс-минус 35%, называется иностранным, это просто разрыв с реальностью, который не может никаким образом помочь. Ситуация со школами, она с одной стороны глупа, она с другой стороны абсолютно несправедлива, потому что по факту мы имели до последнего момента очень качественное билингвальное, выражаясь правильным русским языком, двуязычное образование, когда в школе дети учились сразу на двух языках, на латышском и на русском. И по факту они знали хорошо латышский, они знали хорошо свой родной язык, и они получали качественное образование. Эта система работала, она была уникальная для Европы. Сейчас ее пытаются уничтожить, я понимаю, почему это делают отдельные партии политические, но это очень неправильно по отношению к Латвии. Я также считаю, что это неправильно, что если ты идешь в самоуправление, что ты не можешь обратиться и общаться с самоуправлением по вопросам коммунальным, куда там остановку перенести, или как воду подключить или отключить, на родном языке. Особенно в случае с Ригой, где нет никаких проблем этот процесс организовать без каких-либо, я бы сказал, осложнений. Поэтому, да, с одной стороны, Латвия для людей, которые говорят на русском языке как на родном, она в бытовом плане, в плане жизненном, она комфортна. Это классная страна, хороший город, и здесь всем неплохо в определенные моменты времени находиться, жить и работать. А если мы говорим про официальный уровень, если мы говорим про риторику ведущих политиков, правящих политиков, то да, проблемы есть. Это, еще раз, школа, это возможность общаться с самоуправлениями. И последнее, чтобы отметил, то, что сейчас в Латвии закрывают общественные СМИ на русском языке. Это глупо. Особенно в мире, в глобальном, с современными технологиями. Это так не работает. Просто закрывая местные СМИ общественные на русском языке, аудиторию толкают в СМИ, в том числе и российские. Я не уверен, что это нужно на данный момент в Латвийской Республике. Нет, конечно, какие-то сумасшедшие выскакивали время от времени, особенно вот такое, есть
как языковые инспекции. У тебя коммерческая фирма, ты тут работаешь, у тебя свой коллектив. Но я был, так сказать, много лет главным редактором газеты. Естественно, русской газеты. Естественно, у нас все по-русски. Приходит языковой инспектор, говорит, а на каком языке вы проводите производственное совещание? Ну, конечно, на русском не положено. Как вы будете мне, коммерческой фирме, указывать? Это по закону нельзя общаться на русском? Там сейчас хитро сделали, что если кто-то, хотя бы один из коллектива, потребует, чтобы общались на латышском, то тогда обязаны на латышском. Нет, ну дело производства, все естественно на латышском только. Значит, все приказы, все это только на латышском. Но производственное совещание, если есть кто-то один, хотя бы латыш упоротый, который скажет только по-латышски, обязаны. Недавно президент Латвии Эгилс Левитс, выступая перед Сеймом, фактически объявил войну русскому языку. Он призвал покончить с многоязычием в стране. По мнению президента, национальные меньшинства дискриминируют латышей на рынке труда и мешают устраиваться на престижные должности, ведь знание русского языка рассматривается работодателями как преимущество. Непонятно только, почему тогда президента не возмущает знание английского, например. Латышская молодежь часто русский язык не знает, и это на самом деле большая проблема именно для молодых латышей. Потому что в Риге, с рынок труда, если ты ищешь какую-то более-менее приличную работу, он просит или 2, или 3 языка, латышский, русский или латышский, русский, английский. И, соответственно, выпускники школ меньшинственных, билингвальных, которые до последнего момента так они у нас выглядели, они именно 3 языка знали, и они выигрывали в конкурентной борьбе у молодых латышей, потому что они знали и латышский, и русский. И доходило до смешного, что Рижская дума в свое время, кажется, и по-прежнему сейчас продолжает это делать, организовывала бесплатные курсы латышского языка. То есть для тех русскоязычных рижан, у кого с этим были проблемы. И к нам приходили молодые латыши и говорили, а вы знаете, нам нужны курсы были бы на самом деле бесплатные русского языка, потому что мы приехали недавно из провинции, мы сейчас поступили в местные вузы в Риге, а на работу устроиться не можем. Вот помогите нам таким образом. Удивительно, но при таком отношении к русскому языку и русскому населению Латвия стала прибежищем для русскоязычных журналистов и политических беженцев из России. Именно в Риге бывшие журналисты издания «Лента.ру» после разгона редакции организовали одно из самых известных русскоязычных СМИ, независимых от российских властей – «Медузу». Почему именно Латвия? Ой, мне этот вопрос задавали 100 тысяч раз примерно. Да. Я на него 100 тысяч раз отвечала, каждый раз покажется одинаково. Латвия, есть личная причина и есть не личная причина. Значит, не личная причина. Мы сделали таблицу, плюсы, минусы, подводные камни по разным странам. То есть, если бы нам было хорошо работать, условно, в Монголии, мы бы в Монголию поехали. Что у нас было? Требование? Тот же часовой пояс? Потому что невозможно жить в другом часовом поясе. Значит, примерно тот же часовой пояс. Значит, русский язык, на котором можно разговаривать. Потому что я была свидетелем очень многих медиа, которые запускались за границей и даже успешно, но они не на русском языке пишут. Они не слышат язык улицы, они не слышат, как меняется язык. И это такой архаичный язык. Поэтому нам нужно было, чтобы здесь были достаточное количество русских, которые говорят и которых мы можем слушать. Дешевизна и простота, а Латвия тогда была очень дешевой страной. В 2014 году, накануне кризиса, это было прямо совсем смешно. Вот. И последнее, что здесь было, вот эта простота и прозрачность. И, в общем-то, да, все так сработало. Вас, как человека, который вырос в России, получил в Москве, ходил в московскую школу, учился по советским учебникам, вас не коробит отношение к истории той же Великой Отечественной, которая здесь сейчас преподается, и Нет. позиция Латвии? Во-первых, я не знаю, как ее преподают. Меня совсем прям это не волнует. Как ее преподают, что они там говорят. Понимаете, я российская гражданка. Я хорошо знаю историю своей страны. Я люблю Москву, хорошо знаю историю Москвы, хорошо знаю Москву. Вот меня волнует, у меня там дочь в Москве, да? Вот меня волнует, как там, скорее всего, моему внуку будут преподавать историю. Как преподают в Латвии, в США, в Албании или в Венгрии историю Великой Отечественной войны не касается. При этом в самой Латвии тоже жалуются на нарушение свободы слова. Например, рассказывают о репрессиях за пророссийскую позицию в СМИ.
Одним из главных критиков латышской цензуры является русскоязычный журналист Юрий Алексеев. Он заявляет, что к нему и его СМИ регулярно применяют репрессии из-за пророссийской позиции. У вас там инагента присвоили, можешь... Да, вот у нас есть ваши латвийские, вот медузы тут сидят, Да, там сидят, точат трон под Владимиром Владимировичем. Там. Не, у вас там можно, что называется, объявить себя, иноагентом и спокойно себе дальше работать. Ну, не будешь получать рекламу от государственных структур, скажем так, возможно. Вот. А у нас пожестче. У нас журналистов прессуют, мама не горюет. Я могу так сказать, что я как журналист, работающий в основном на российские ресурсы, на меня заведено 2 уголовных дела по 6 статьям. Почему? Потому что я не подчиняюсь, как сказать, нашим карающим органам, нашей полиции безопасности. Они очень хотели закрыть мой ресурс. У меня Имхоклуб, такой ресурс называется. Он существует уже 11-й год. И с первого же дня он попал в отчеты полиции безопасности как подрывной пророссийский ресурс. И они долго на меня искали, как меня можно там привлечь. В конце концов, подбросили мне патроны в квартиру вот сюда. С обыском пришли, нашли. 4 года уже идет суд. А самая страшная статья, которую мне вменили 3 года назад, это была статья «Нанесение вреда Латвийской Республике». Это как вы нанесли этот вред? А вот своим собственным существованием. То есть я, как 30 лет работающий журналистом, я пишу много, тысячи и тысячи статей, и газетных, и интернетных, и так далее. Все, считай, в каком месте я нарушил закон. Все открыто. Никаком. А на сам факт, это наносит вред Латвийской Республике. Оценочное суждение, как говорится. Вот вы наносите вред. Все, записали статья, между прочим, от 5 до 15 лет. Да, я знаю Юру Алексееву неплохо. Еще раз, мне трудно комментировать нюансы того конкретного процесса, с которым он столкнулся, юридически и так далее. Наверное, было бы некорректно с моей стороны, но внешне это выглядит очень странно. Внешне это вызывает огромное количество вопросов по поводу свободы слова в Латвии. Да, это есть. Я его не знаю, честно говоря. Я считаю, что латвийское государство, к моему великому сожалению, совершило довольно большое количество ошибок и глупостей. Всегда либо страх, либо суета обычно ведет неглупых людей к ошибкам. И здесь страх российского влияния настолько был велик, что я, например, категорический противник любых запретов. Да? Вот. Когда запрещают вещание спутника, господи, кто его здесь читал? Здесь свои-то газеты читают кое-как. Его запретили. Его запретили. Зачем? Эффект Барбары Стрейзанд. Ребят, вы что? После чего, естественно, его подняли на знамя. Ах, мы мученики, там тролливали, т-т-т. Задержали людей, которые сотрудничали с Russia Today и Спутником. Тоже абсолютная глупость. Зачем это все делать? То есть вы только обостряете. Это такой политический момент, когда политики хотят на этом заработать очки. Вот. Длится это довольно долго, кончается обычно ничем, но вот эти жесты недружественные или жесты очень популистские, к сожалению, здесь встречаются. Не без вопросов, да. Такое здесь бывает, и дураков везде полно, и здесь точно так же, как бывают, встречаются дураки, которые так поступают. Когда мы говорим «закрывают СМИ», есть общественное телевидение, общественное радио, которое вещает на русском языке, вещает на латышском языке, вещает еще на каких-то других языках, и, соответственно, если программы на телевидении на русском языке не получают финансирование, это значит, что этих программ просто больше нет. В Латвии есть один канал общественного телевидения, частично вещающий на русском языке, и его собираются полностью перевести в интернет. Я думаю, это неправильно, я думаю, это большая глупость. Радио остается на русском языке, общественные каналы, это плюс, но, опять же, радио в наше время это все-таки недостаточно. Я скажу, что я тоже недоволен этим. И мне кажется, что COVID во всем мире, вот эта пандемия привела к существенному снижению демократических свобод и демократических ценностей. Это очень плохой знак, и он мне не нравится. Мне не нравится и несколько узкая, и слишком узкая национальная политика. Страна должна быть открытой. Она все-таки, мне кажется, из-за своей исторической боязни и из-за событий, которые происходят в России,
которые происходили с Грузией, которые происходят с Украиной, страна как-то сжалась, она как-то напряглась. И нельзя сказать, что это не отражается на чувствах людей, на их чувстве свободы даже. До присоединения к Советскому Союзу Латвия была преимущественно крестьянской страной. На экспорт в Западную Европу шли сало, свекловичный сахар, молочные продукты и ткани. В 30-х годах экспорт древесины из Латвии составлял 10% мирового рынка. После присоединения Латвии к СССР советская власть начала активно развивать здесь промышленное производство. Для этого использовалось в том числе трофейное немецкое оборудование. Например, турбины для восстановления Рижской электростанции были перевезены с электростанции в Катовице, а все трансформаторы были демонтированы с других электростанций Германии. В результате маленькая республика, где жил всего 1% населения СССР, стала одним из наиболее промышленно развитых регионов страны. В Латвии находилось несколько заводов, выпускавших известную на весь СССР продукцию. Один из них – Рижский вагоностроительный завод. Завод был построен еще во времена Российской империи в конце 19 века. Выпускал он тогда не только вагон, но и сельскохозяйственную технику. В царской России продукция Рижского завода ценилась очень высоко. Здесь, кстати, делали вагоны для поезда императора Николая II. В независимой Латвии завод производил не только вагоны, но и собирал по лицензии автомобили Ford. Ну а после Великой Отечественной войны начался настоящий расцвет Рижского вагоностроительного завода. В Риге производились почти все советские электрички. Многие из них до сих пор перевозят пассажиров в России и других странах бывшего Советского Союза. На Рижском заводе был создан первый в СССР скоростной электропоезд Р-200. Он ходил между Москвой и Ленинградом и по времени в пути лишь совсем немного уступал нынешним Сапсанам. Кроме электричек и дизельных поездов, завод делал трамваи, троллейбусы и даже холодильники. После распада СССР завод обанкротился. Какое-то время оставаться на плаву ему удавалось за счет ремонта ранее произведенных вагонов. Но потом заказы прекратились совсем. Сейчас бывшие помещения завода частично заброшены, а частично сдаются под склады и офисы. Ну вот, электричка Рижского вагоностроительного завода действительно уже такой практически антиквариат. Сейчас что-то осталось здесь из советской вот этой вот промышленности? Ничего. Остались жалкие ошметки. Ну, допустим, вот сейчас по всей 1/6 части Советского Союза ездят электрички РВР. Например. Да, да. Это Риgas Вагону Рупница, Рижский вагоностроительный завод. Недавно даже в Ташкенте их видел. То есть, до сих пор ездят до Владивостока. Осталось этот вагоностроительный завод. Чем он занимается? Латает старые латвийские электрички. Все. По-моему, в Латвии сейчас самые старые электрички в Советском Союзе, все уже там на ласточки перешли, Россия. А только, по-моему, Украина и Латвия ходит этот подвижной состав, которому уже 50 лет. Зрители постарше могут помнить рафики. Это были такие советские микроавтобусы. Производились они вот здесь, на Рижском автобусном заводе. Будущий советский автогигант появился на свет в первые послевоенные годы. К 50-му на нем собрали первые 2 автомобиля и повезли их показывать в Москву. Комиссии продукция рижан не понравилась, и Рижскому заводу рекомендовали заняться чем-то другим. Тогда завод начал специализироваться на производстве автобусов. Первое время на РАФе копировали продукцию Львовского автобусного завода, но уже к концу 50-х перешли к собственным разработкам. В основном здесь делали небольшие автобусы для пригородных перевозок. Вскоре РАФ нащупал свою нишу. Ей стали микроавтобусы. В СССР было всего 2 завода, производящих машины такого типа – латвийский РАФ и ульяновский УАЗ. Самой легендарной моделью стал РАФ 2203 «Латвия». Для ее серийного производства было построено новое здание завода вот здесь. Существовали модификации рафиков для карет скорой помощи, но главным предназначением модели стало ее использование в качестве маршрутного такси. В 90-х рафики с улиц городов вытеснили «Газели». Завод РАФ пришел в упадок. Руководство пыталось договориться с ГАЗом, чтобы выпускать в Елгове «Газели», но ничего не получилось. В 98 году завод объявил о банкротстве. Еще один известный на весь Советский Союз рижский завод назывался ВЭФ.
Он был построен в независимой Латвии в 1919 году. В первое время завод производил телефонные аппараты, а в 30-х ассортимент продукции включал уже кинопроекторы, пылесосы, фотобумагу и даже военные истребители. Но известность завода принесли радиоприемники под маркой ВЭФ. Перед началом Второй мировой войны они экспортировались во многие страны мира. Изготовленные на заводе ВЭФ радиоприемники были буквально в любой советской семье. Название одной из серий «Спидола», или, как у нас говорили, «Спидола», даже стало именем нарицательным. Так назывались все портативные радиоприемники, даже изготовленные не в Риге. С помощью «Спидолы» советские граждане слушали BBC и другие запрещенные радиостанции. В конце 80-х на заводе ВЭФ работало около 20 тысяч человек. После распада Советского Союза рынок заполнила продукция азиатских производителей. ВЭФ не смог конкурировать с ними. Предприятие распалось на несколько не связанных между собой компаний. Некоторые из них до сих пор выпускают продукцию под маркой ВЭФ. Но, конечно, масштабы производства и близко несопоставимы с советским временем. Сейчас вместо главного здания завода торговый центр. Остальные здания, например, бывшая столовая завода, либо заброшены, либо сдаются в аренду. Помимо рафиков и электричек, Латвия была известна в СССР еще одной вещью – рижским бальзамом. Появился он задолго до Советского Союза, еще в 18 веке, и делается как настойка спирта на 16 растительных ингредиентах. В советское время, когда никаких бейлисов, омара и прочих иностранных ликеров у простых людей не было, именно рижский бальзам выполнял их функцию – выпить дорого и сладко. Латвия у всех жителей СССР ассоциировалась прежде всего с рижскими шпротами. Классические шпроты делают из кильки или салаки. Небольшую рыбку, выловленную в Балтике, коптят на ольховых опилках, а затем консервируют в масле. В СССР шпроты считались деликатесом и были неизменным украшением праздничного стола. В постсоветское время Россия оставалась для производителей единственным крупным рынком сбыта, но латвийские шпроты неоднократно становились предметом санкционной войны. Как только отношения между странами ухудшались, Роспотребнадзор сразу же находил в рижских шпротах вредные вещества и запрещал их импорт. Не выдержав постоянной нестабильности, заводы закрылись один за другим. Дольше всех держался завод «Колумбия» в Лаепае. Он был основан еще в 1892 году, пережил несколько революций, 2 мировые войны, распад Советского Союза, но в 2020 году все-таки закрылся. В Латвии больше не осталось ни одного завода по производству шпрот. А на прилавках магазинов в России теперь стоят консервы из Калининградской области. Насколько мне известно, во времена СССР ни одного шпротного завода не было вообще. Были отдельные цеха на отдельных комбинатах, которые делали шпрот. Это не являлось ключевым продуктом в советское время, потому что делали рыбные консервы в основном для оборонки, ну и для туристов и так далее. Да? Шпроты – это то, что кушали в Советском Союзе. Никто больше, честно говоря, сколько мы не проехали, в Китае были, в Тайване. Вот в Японии мы еще поставляли. Вот, суши делали из них. Для них маленький рынок. Россия маленький рынок. Мы сейчас, наши сейчас шпроты, что интересно, самый большой рынок Япония. Они покупают шпроты, потому что они могут себе позволить самого высокого качества купить продукт. Я не знаю по каким-то, почему, я небольшой специалист шпротового отношения Латвии и России по шпротам, но те все время риски и ограничения, которые появлялись, ну как бы, чтобы задавить это производство, они сделали наших производителей более конкурентоспособных в Европе. Я думаю, что вряд ли в Латвии что-либо может вообще восстановиться. Дай бог, чтобы то, что есть, осталось. А осталось очень мало чего. Пожалуй, шпроты были традиционной едой советского человека, а традиционная еда латыша совсем другая. Латвийская кухня – это, конечно, из древних времен. Это много зерен, потому что очень страна была довольно бедная. И очень выращивали многих... Крупы, зерна. Да, крупы, зерна и всякое такое. Ну, побольше латвийская кухня, конечно, это было... Свиньи выращивали, много мяса, жирная еда такая, картошка, конечно. Ну, в принципе, капусты и всякие, ну, скажем так, очень довольно такая жирная еда в Латвии.
Серый горох, люди начали его делать земляки от бедноты. Все хорошее мясо ели богатые люди, которые жили в замках. Простое мясо, которое уходило, это было все от земляков. Они его делали для себя. Слушай, то есть вот всякие копчености, колбасы и прочее, это не деликатесы традиционно, это пища бедняков, чтобы это сохранять пища, дольше ее. Да, это копчености, также и рыбы, и все колбасы, и кровяная колбаса. Это все, что оставалось. Земляки ели эту еду, когда богатые съедали хорошее мясо. Главной всесоюзной здравницей в СССР считался Крым, но творческая интеллигенция предпочитала проводить отпуск здесь, в латвийской Юрмале. Сюда приезжали отдыхать Алла Пугачева, Андрей Миронов, Аркадий Райкин, Владимир Высоцкий и многие другие селебрити. На берегу моря находился известный на весь СССР ресторан «Юрас Перли», в переводе на русский «Морская жемчужина». Обычный человек мог попасть в него только до взятку швейцару. Здесь существовал строгий дресс-код. Мужчины не могли войти в ресторан без галстука. Ресторан славился не только своим меню, но и концертной программой. В ее разработке принимал участие знаменитый композитор Раймонд Паулс. В «Юрас Перли» несколько лет работала солисткой Лайма Вайкуле. Там же зажглась звезда молодого певца Бориса Моисеева. Осенью 1991 года ресторан закрылся. Его здание дважды горело. Долгое время бывший «Юрас Перли» стоял заброшенным. В итоге городская администрация приняла решение снести руины здания. От богемной морской жемчужины не осталось и следа. Когда хорошая погода, тут состоятельные господа загорают на ласковом латвийском солнце. Вот, а сейчас пусто, потому что с погодой не очень. Так, а что вы продаете-то хоть? Малина. А, малина? Ягода малина. Полезно, надо есть, витамины. Я понял. Да. А, вы здесь живете? Мы здесь живем, мы приехали на море покупаться, думали. Из Москвы. Из Москвы? Да. Думали, красивый мальчик. Думали, покупаемся, но... Вообще прелесть такая шевелюра. Да. Это что, натуральная? Да. Ничего себе так везет. Так вот. И как вам тут живется? Хорошо. Домик, садик, яблоки. У меня в саду даже персики растут. Ну, 50 центов за этот лоточек, как-то дорого. Это не 50, это 2 евро. 2 евро вы отдали за это? Подождите, Видите, как мы хорошо живем? Подождите, вы отдали 2 евро за этот... Да. Не, спасибо. За этот лоточек? Да. Видите, как мы хорошо живем? Если бы я такой лоточек за 2 евро купил, я бы его оставил на Новый год. Просто у меня стоял бы. В Москве тоже же дорогая жизнь. Нет. Ну, вообще. Не, спасибо. Я такую дорогую малину есть не буду. Я потом... В Москве там все очень дорого. Нет, это у вас дорого. У нас за 150 рублей можно купить... Приезжайте. Можно купить большую банку с малиной. И привезти сюда, и по 2 евро, и билет еще отбить. Так, ладно, почему Газманову запретили въезд в Латвию? А кто такой Газманов? Олег Газманов песни поет, да. Она плохо спел что-то, кому-то не понравилось. Надо петь лучше. Фонограмму используют без конца. Натурально надо. Хотим натурального все. Малину, мужчин, песни. Правильно. Но с погодой вам надо что-то подкрутить. Какие мы девчонки-то были натуральные. У нас все натурально. А у них что? Ну вы что-нибудь с погодой сделаете. Волосы у них сейчас. Все они их, не знаю, наращивание, ногти наращивают, груди наращивают, все наращивают. Как вот с такими женщинами вы вообще вот вступаете? А мы и не вступаем. Как это? Сами удивляемся. А вы здесь родились? Я здесь родилась. И выросли? И выросла, так, и живу. И в Советском Союзе что было? В Советском Союзе курорт процветал. Угу. Мужчин было много. Ну, вообще здесь на каждом углу был ресторан в советское время. Или ресторан, или бар, или... Что там еще у нас было? В общем, танцы. Угу. А сейчас? А сейчас ничего не происходит. Все только едят. Ходят, приходят в ресторан и едят.
Я не знаю, вот мы раньше ходили в ресторан, мы танцевали, мужиков снимали, потом динамили их, да? Было все ясно и просто. Сейчас они приходят просто поесть, едят всякую ерунду вообще. Скучно живем, товарищи, скучно. В Юрмале, конечно, очень красиво, только посмотрите на эти потрясающие сосны, каштаны, дубы, потрясающая природа, берег. И Юрмала находится, в принципе, от Риги недалеко. Если наложить это на карту Нью-Йорка, то получится это вообще такой, как Брайтон-Бич есть в Нью-Йорке, так и Юрмала есть в Риге. Ну и, кстати, относительно русскоязычного населения тоже такая получается интересная аналогия. Но это, наверное, единственное, что объединяет Брайтон-Бич и Юрмалу, потому что, в отличие от Брайтон-Бич, Юрмала — это такая местная Рублевка. Если посмотреть здесь на дачи, на виллы, на дома, то становится ясно, что живут здесь не бедные люди. И среди этих небедных людей много россиян, потому что еще в нулевые годы недвижимость здесь активно начали снимать богатые русские. Это бизнесмены, это различные звезды, это люди, которые хотели иметь такое вот где-то гнездышко в близкой Европе для комфортной и тихой старости. Кроме того, многие отправлялись сюда, например, своих родителей, чтобы они могли в европейском комфорте и в русскоязычной среде проводить и наслаждаться своей старостью. Сейчас здесь есть старые виллы, некоторые такие деревянные, прямо видно старые виллы. Некоторые дома, они заброшенные, ждут там своей реконструкции. Но на самом деле они ждут своего покупателя, который вложит сюда много-много денег и сделает какой-нибудь роскошный особняк. Есть деревянные, хорошо отреставрированные, хорошо выглядящие домики. И есть очень много таких уже современных отелей, современных домов. Стоит сказать, что в отличие, например, от Рублевки российской, здесь все очень деликатно. То есть даже вокруг дорогих и богатых домов здесь в основном такие прозрачные низенькие заборы, какие-то красивые зеленые изгороди. И ты, когда идешь по этой улице, ты можешь наслаждаться архитектурой, ты можешь наслаждаться средой, потому что на московской Рублевке наслаждаться ты можешь только охранниками, колючей проволокой и сторожевыми собаками. Здесь все-таки курорт, и курорт дорогой. Европейский подход в Юрмале не только к городской среде, но и к архитектуре. Если вы купите старую какую-то деревянную дачу, то вы не можете ее, как это часто бывает у нас, снести и построить свою многоэтажечку или офисный центр. Вам нужно все сохранить вплоть до малейших деталей, потому что они берегут свое историческое наследие. Вот чему можно поучиться нам у Латвии. Вот здесь, кстати, интересный момент. Люди продают старый дом, дом небольшой, но денег хочется заработать, поэтому они пишут в объявлении: продается земельный участок с возможностью строительства креативного дома. Креативным домом называется какая-то непонятная стеклянная конструкция, которую они, видимо, уже согласовали, и это увеличивает, конечно, цену участка земли, потому что помимо этого старого деревянного, которую нельзя трогать, как я уже сказал, все охраняется, новый владелец сможет построить какую-то себе оранжерею, какую-то пристроечку сбоку, увеличив жилые площади и сохранив этот дом, который, вот, судя по рендеру, теперь будет находиться за каким-то стеклянным кубом. Пережив запустение начала 90-х, Юрмала стала снова оживать. Произошло это благодаря русским туристам. Для россиян Юрмала оказалась наиболее близким европейским курортом, как географически, так и по духу. Здесь можно было говорить по-русски и чувствовать себя как на родине. К тому же у Юрмалы еще с советских времен сохранилась репутация такого элитного места отдыха. В 1996 году в Юрмале начал проводить свой ежегодный конкурс «Голосящий Кивин» — клуб веселых и находчивых. «Голосящий Кивин» стал первым со времен распада СССР фестивалем, который проходил вот в этом концертном зале Дзинтари. А с 2002 года в Дзинтари каждый год проходил музыкальный фестиваль «Новая волна». Он собирал всех звезд российской, да и не только российской эстрады. Свой ежегодный фестиваль в Юрмале проводил и Comedy Club. Трансляция всех этих концертов на российском телевидении была для Юрмалы просто потрясающей рекламой. На курорт ехали все новые и новые отдыхающие, принося доходы местной туристической отрасли. Но после 2014 года Латвия присоединилась к санкциям против России из-за ситуации в Крыму и событий в Донбассе. Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии запретили въезд в страну.
Все российские фестивали закончились. Голосящий Кивин переехал в Калининград. А новая волна с 2015 года проводится в Сочи. Вы так хорошо не знаете фамилии, но там из юрмальских этих певцов, которые каждый год ездили в Юрмал, там целый ряд после своих выступлений в поддержку оккупации Крыма загремели в черный список. Но это, опять же, наша внешнеполитическая позиция. Но, опять же, мы имеем право запретить не въезжать в Латвию. Но если вы говорите о Европе, это должно быть решение всех стран, ну, как бы, единогласный вклад, правильно. Латвийская экономика пережила бурный рост в начале нулевых годов. ВВП страны рос больше, чем на 10% в год. Темпы роста всех стран Прибалтики превышали среднеевропейские, за что их начали называть «балтийскими тиграми». Латвия готовилась к вступлению в Европейский Союз. Это произошло в 2004 году, и в нее активно шли иностранные инвесторы. Этот процесс остановился лишь с началом мирового финансового кризиса 2008 года. Сейчас латвийская экономика по-прежнему в числе отстающих в Евросоюзе. Из 28 стран она занимает 22 место по номинальному значению ВВП на душу населения. По размеру средней зарплаты и пенсии Латвия довольно заметно отстает от соседей Литвы и особенно Эстонии. Основа экономики Латвии – это экспорт. Страна продает металлы, древесину и продукцию деревообработки. Благодаря удачному расположению в стране хорошо развита логистика. Другое важное направление экономики Латвии – сельское хозяйство. В советское время особенно ценились латвийские молочные продукты. Сейчас здесь есть не только всякие очевидные отрасли типа рыболовства и разведения крупного рогатого скота, но и даже настоящая улиточная ферма. Вообще виноградные улитки в этой части Латвии не такая уж экзотика. Их выращивали еще в 16 веке. Занимались этим монахи. Дело в том, что мясо улиток можно есть в пост. Такого традиционного выращивания виноградных улиток в Латвии просто нет. Мы первые начали это, да, и, наверное, остались одни из последних. Когда начало там было, по всей Латвии было где-то 176 питомников, да, виноградных улиток. Потом они поняли, что выращивать улитки это не рентабельно, да, только что привязано с ними, только так. Потому остались мы. В советское время такого не было. Ну, в советское время это советское время, все были замкнуты как-то. Не решились на такие нетрадиционные варианты, да. Виноградные улитки не отличаются ничем, да, и французы латвийские улитки любят, потому что они здесь в природе живут, и чистая природа, и им нравится, что улиткам нравится, что здесь влажно и тепло. Таких производств, ну, есть несколько производств, да, некоторые делают там консервы, да, но они не очень-то больших размерах. Раньше были такие, которые покупали, когда народ собирал, да, и увозили в Францию чисто улитки. И тех тоже в последнее время стало уже меньше. В мире очень много производится. Знаю, что и Литве производится, и Польша производится, ну, не говоря уже о Франции там, и так далее. Два вида на данный момент консервы, да, такие, это улитка в сливочном масле с чесноком, да. Она готова к употреблению, там целая пяточка. Это то, что французы ложат пантер, да, по-бургундски называется, да. Ее, когда употреблять, чуть-чуть подержать в теплом месте, и она становится таким маслом мягеньким, сразу можно на хлебушках, да. А это самый новый наш продукт, это паштет виноградных улиток, да. От улиток есть что? Делает лекарство от рака, да. Печень использует, и эта печень очень маленькая, я 4 года искал, пока я нашел, да, и она там 0,0 грамма там, да, но есть она, и она повышенно полыла, надо побольше, да, в августе месяце, как раз французы это покупают, и вот берут эту вот печень. Из панциров, ну, из панциров идут сувениры, идут для адвентских венков делают, да, еще много разных. Вот это мне специально сделаны такие сетки, две разные, да, потому что вот это идет оригинальная сетка, да, специально для выращивания виноградных улиток. И этой сетки вот эти вот валаны главные, чтобы им, ну, удлинить путь. Пока ползет один валан, пока ползет второй валан, им на какое-то время, да. И скорость виноградной улитки где-то 80 сантиметров в час. Но все равно она не настолько эффективна, и потому мы решили сами сделать что-то другое. И очень просто сделали. Это защитная сетка, когда делают домам реновации, знаете, да? Она здесь наполовину перерезана, натянут трос такой специально думаю на месте, 45 градусов.
улитка ползает, не хватает слизистой, падает вниз, эффективность 100%. Ну, и 30 копеек, 30 центов стоит. Они едят то, что все мягкое, да, начиная, самый большой деликатес это крапива, потом капуста, потом идет кабачки, арбузы, да, и все остальное, такое мягкое. Вот эту траву они не очень любят. Мы косим, и вот тогда скошенная уже тогда идет как пища, да. Улитка сама живет где-то 9 лет. Здесь вот как раз они по размеру пантера отличают рост улиток. Это год, это 9. Самые востребованные, это 4-5 лет улитки, у них самое мясо, самое хрустное, самое хорошее. Съедобное место только улитки, вот это вот часть, чем она ползает, вот это вот пяточка. Вот это вот, блин, руки у меня грязные. Вот это вот часть пяточка, да. У нас в Латгалии называется постное мясо, безжирное, да. Это называется, то, что видите, это называется один вольер. Он состоит из 2 частей и 8 по 30. Почему такие размеры, почему так название, не понимаю. А если так правильно брать, они неправильно построены. Их надо было, где влага, да, где тень, она тут солнышко, да. Сделано здесь фотографии, да, разные, чтобы туристам лучше понять жизнь виноградной улитки. Вот тут я показываю, как откладывать яйца, как яйца выглядят, как продукция, да. То, что они кушают здесь. То, что кушают, физиологию перед тем, как откладывать яйца, что они делают. Готовая продукция, где после пантеры использованы. И это самое у нас, это ноу-хау Японии уже 8 лет. Мы это делаем 5-й год здесь на месте, да. Это маска восстановления кожи лица. Что она делает? Улитка ползает и своим языком радула открывает поры кожи и слизистой гладит. Слизистая это называется мутин. И в этом году очень популярно у нас маски были, ну, мы даже купили личные такие кушетки, чтобы сразу можно 3 человека лежать, да. После этой маски лицо выглядит такое, ну, как белок яйца, да, стягивает такой, да, и выглядит очень красиво, очень хорошо. При том, что экономика Латвии на фоне других стран бывшего СССР выглядит неплохо, уровень жизни для Евросоюза здесь остается довольно невысоким. Минимальная зарплата в Латвии 500 евро. Это одно из самых низких значений среди стран Евросоюза. Средним доходом будет считаться сумма в 900 евро, а специалистами с высокой зарплатой можно назвать людей с зарплатой больше 1500 евро. Ставка подоходного налога зависит от дохода за год и составляет от 20% до 31,4%. Еще примерно 40% от зарплаты обычно уходит на еду, услуги и транспорт. 20-30% на услуги ЖКХ. В исследовании «Индекс социального прогресса», который оценит различные параметры благополучия граждан, Латвия занимает 35 место. Выше нее из бывших советских стран лишь Литва и Эстония. Однако не во всех разделах позиции Латвии одинаково сильны. Например, по уровню развития медицины страна лишь на 59 месте, а по инклюзивности, то есть уровню прав для различных меньшинств, и вовсе на 68-м. Ну, знаете, как Латвия разная. Ну да, В Риге, по-моему, ну так, 1500. Ну, опять же, даже на той же стройке, я думаю, 1500. Ой, это как считать? У нас статистика. Ну, допустим, считается, что меньше, чем 500 евро, то есть тупо не прожить. Ну, вот у меня маленькая квартирка, но зимой я за нее плачу 150. Коммуналка. Коммуналка, да. То есть летом 100, зимой 150. То есть, а у кого там семья. То есть 500 это самый минимум с этого. Пенсионеры получают там 300, 200. Вот такие. Это пенсия 300-200 евро. Ну как, у нас пенсия есть такая, если ты много работал в течение своей жизни и хорошо платил налоги, то пенсия может быть большая, до 1000. У нас нет ограничений. Квалифицированная медсестра высокого класса, мне знакомая, получает 750-800. Но это тяжелая работа, особенно сейчас в ковидные времена. Она, так сказать, анестезиолог, то есть она присутствует при всех операциях. Это тяжелейшая работа в скафандре, этом самом, потому что когда ковидных оперируют, там вообще это самое святых выноси, какие условия у этих бедных врачей. Учитель, ну там тоже по-разному, чтобы больше получать, они берут много уроков, они берут классы, то есть типа, ну тоже 600-700, пожалуй, что это предел. Ну, может, если там какой-то уже чиновник. Чиновники хорошо зарабатывают. Вот это да. У них там 1200 это начальное. То есть это младший клерк, 1200, а так 1500-2000 это все, 4000 это все у них в порядке вещей. То есть Латвия страна пенсионеров и чиновников.
пенсионеры 300 евро, а эти 3000. То есть, ну так вот. Вероятно, невысокие доходы стали главной причиной оттока населения из Латвии. По официальным данным, сейчас в стране живет менее 2 миллионов человек. С момента развала Советского Союза население Латвии сократилось почти на 30%. Но Латвия возвращается в те размеры, какая она возвратилась в те размеры. Часть людей, они постарели демографически. Мы знаем, что в Восточной Европе везде демографический спад, так же, как и в Западной Европе. Второй момент – это часть людей уехали в Россию, потому что если мы смотрим расчеты статистические, 2800-2700, там были учтены военнослужащие, потому что здесь был центр советской армии в этом регионе. То есть советская армия ушла отсюда, это еще несколько 100 тысяч, надо сразу считать, это были не жители этой Латвии, это была армия оккупационная. Ну и если мы говорим о эмиграции, были люди, которые уехали. Но что самое интересное сейчас, например, очень большая часть их возвратилась обратно в Латвию. С одной стороны, может быть, есть и проблема, а с другой стороны нет, потому что вообще-то это, теперь это диаспора, которая проживает за границей Латвии, но она не больше, чем те, которые были вынуждены бежать из Советского Союза в 1940 году. И после Второй мировой войны. Это естественно, я думаю, процесс, я думаю, это и достижение независимости, потому что тогда мы вообще не могли выйти. Эти люди едут работать, они находятся здесь же, потому что мы часть Европейского Союза, наши партнеры Соединенные Штаты Америки, где живут много наших, и не только въезжают, очень многие люди, которые приобретают очень хорошее образование и навыки, они возвращаются обратно в Латвию, потому что этот, контраст, он, конечно, был какое-то время, но он не такой уж большой между развитыми странами Европы и Латвией. Не только шпротами, электричками, рафиками, радиоприемниками славилась Латвийская ССР. Рига с ее сохранившейся исторической застройкой была самым европейским городом Советского Союза. В условиях железного занавеса это накладывало на нее дополнительные обязанности. В советские годы латвийская столица Рига часто снималась в кино. Она играла роли городов Западной Европы, в которые съемочные группы по понятным причинам поехать не могли. Например, вот в этом здании находилась квартира Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Может показаться, что это улица Яунила, но на самом деле, друзья, это Бейкер-стрит, дом 221-Б. А если бы Шерлок Холмс прожил здесь подольше, то он вполне мог бы столкнуться прямо посреди Бейкер-стрит с профессором Плейшнером из фильма «17 мгновений весны». Улица Яунила исполняла в этой картине роль цветочной улицы города Берна. Вот в этот дом Плейшнер шел навстречу со связным Штирлица, угодив в ловушку нацистов. В латвийской столице снимались и многие другие киноленты. Например, в «Стрелах Робин Гуда» Рига играла Лондон, а в «Узнике замка Ив» про графа Монте-Кристо — Париж. Конечно, с распадом Советского Союза Рига свой статус одной из кинематографических столиц утратила. Нет той аудитории, которая была при Советах, но есть другая аудитория. Это открыт весь мир. Это ты качественный продукт сделал, ты можешь предложить любому фестивалю, если это кино и так далее. Но все зависит от той деятельности, от тех возможностей твоих и так далее. Но самое главное, надо качественное искусство, хорошее искусство сделать. Как уже история доказывает, не всегда нужны большие деньги, чтобы хорошее кино снять или прекрасный спектакль сделать. И что происходит в латвийском кинематографе, это можно увидеть, когда есть такой фестиваль, по-моему, раз в 2 года показывает всю продукцию, не всю, самую лучшую, наверное, часть всего этого. Латвия, как и другие прибалтийские страны, была для СССР витриной, способом показать остальному миру преимущество социализма над капитализмом. Поэтому власти не жалели средств на строительство здесь новых зданий. Стиль, в котором построено большинство из них, мы сейчас называем советским модернизмом. К счастью, власти Латвии не ведут какой-то целенаправленной борьбы с советским архитектурным наследием. Большинство строений эпохи СССР сейчас остаются на своих местах. Но есть и исключения. Например, вот в этом здании в советское время находился Центральный комитет Латвийской Компартии. После распада Союза в нем расположился Международный торговый центр.
Теперь же власти Риги решили это строение снести и возвести здесь концертный зал. Причина у этого решения чисто идеологически. Никаких объективных причин сносить здание нету. Оно не аварийное, оно не выбивается из окружающей застройки. Просто такой вот эпизод борьбы с наследием, как здесь говорят, оккупантов. Как думаете, друзья, сколько существует в мире сталинских высоток? Ну, москвичи скорее скажут, их 7. На самом деле их больше, потому что, да, 7 высоток сталинских находится в Москве, еще одна есть в Варшаве, а вот 9-я, она здесь стоит у нас в Риге. Построили вот эту вот такую типичную сталинскую высотку в 1958 году. Изначально это должен был быть дом колхозника, но после строительства решили отдать его Латвийской академии наук. Собственно, здание практически без изменений дожило до наших дней. В 90-м году только сняли статуи Ленина, Маркса и других советских деятелей, а также убрали со шпиля звезду. Теперь на шпиле там нету привычной нам звезды. Вот. Периодически ходили здесь разговоры, что это здание является символом вот этого тоталитаризма и что нужно с ним что-то делать. Были даже предложения разобрать все этажи выше 6-го, но, к счастью, этого не сделали, и здание продолжает стоять. Здесь до сих пор находится Академия наук. Пример строения в стиле советского модернизма уже не из Риги. Это здание железнодорожной станции Дублты в Юрмале. Оно было построено в 1977 году. Архитектор был Игорь Явейн. Он специализировался на зданиях вокзалов. По его проектам построены вокзалы в Великом Новгороде и Курске. Станция Дублты выполнена из монолитного железобетона и представляет собой такую морскую волну. Здание невероятно изящное. В здании был оборудован зал ожидания на 100 посадочных мест, несколько билетных касс и даже ресторан. Несколько лет назад станцию реконструировали. В ней открыли также художественную галерею современного искусства. Это, кстати, единственный в Европе выставочный зал на действующей железнодорожной станции. После распада СССР Латвия пошла на коренной слом советской системы правления. Была восстановлена Конституция 1922 года. По этому закону страна живет и сейчас. В соседних Литве и Эстонии в начале 90-х были приняты новые конституции, а Латвия ограничилась лишь добавлением главы о правах человека, которой в довоенном документе просто не было. Сегодняшняя Латвия — это парламентская республика. Для формирования правительства партиям необходимо создавать коалиции. Благодаря этому отлично работает сменяемость власти. Например, с момента распада Советского Союза в стране сменилось уже 16 премьер-министров и 6 президентов. С момента провозглашения независимости Латвия взяла курс на вступление в Евросоюз и НАТО. В оба объединения страна вступила в 2004 году. Конечно, это вызвало волну негодования в Москве. Российские власти посчитали, что недружественные союзы специально подбираются к нашим границам. Отношения между нашими странами окончательно испортились после присоединения Крыма к России. Латвия поддержала антироссийские санкции и даже начала строить стену на границе с Россией. Удивительно, но при такой антироссийской политике Латвии по многим вопросам столицу страны 10 лет назад возглавлял этнический русский. С 2009 по 2019 годы мэром Риги был Нил Ушаков. Его партия «Согласие» дважды выигрывала выборы в Рижскую думу. При этом при русском мэре в Риге продолжали закрывать русскоязычные школы, а самого его обвиняли в коррупции. В 2019-м мэр даже стал подозреваемым в уголовном деле, что, однако, не помешало Ушакову после увольнения с поста мэра избраться депутатом Европарламента, где он работает и сейчас. Ну, это как бы такая партия согласия. Согласие это точно определяет ее суть. То есть она со всем соглашается. И таким вот образом эта партия как бы вела политику, и да, ведет такую политику, что типа, если мы будем совсем соглашаться, то вот и нас свои примут. Это была пророссийская партия? Никакая не пророссийская. Пророссийской у нас партии-то нет. У нас есть, скажем так, прорусская партия, это Русский союз Латвии, РСЛ. Вот. И партия согласистов,
которые соглашаются со всем. То есть, но их, сколько они не стараются, там уже 20 лет эта партия существует, так до сих пор они в правящую коалицию их не взяли. Но каждый раз они... А в Риге такое случилось. В Риге победил на выборах, значит, в 2009 году с большим отрывом партия Согласия прошла в Рижскую думу и нашла себе коалицию, маленькую партию такую, латышскую, которые рискнули вступить с ними в коалицию, и у них получилось, по-моему, 32 места из 60, то есть право выбрать мэра. У нас мэр выбирается этим самым Думой. И выбрали Нила Ушакова. Но если мы говорим про политику именно, то есть про то, чтобы стать министром или мэром города, то здесь складывается таким образом. Если ты представляешь латышскую партию, тебе сложнее там пробиться, потому что избиратели в первую очередь будут латыши, и тогда, возможно, у нас рейтинговая система голосования, ты просто не попадешь там, где ты принимаешь участие в выборах, в Сейм или в муниципалитет, и тебе сложнее будет дальше делать карьеру. То есть от так называемых латышских, они по сути свои латышские правые партии, у нас были отдельные исключения, когда русскоязычные граждане становились министрами. То есть это каждый раз, когда это происходило, все говорили: ой, так не должно было быть, но хорошо, что так оно вышло. А если говорить про партии, где работают вместе и латыши, и русскоязычные, в данном случае, в том числе имея и свою в виду политическую силу социал-демократов, нам просто сложнее попасть к власти, чтобы провести, опять же, своих представителей на какие-то должности. Поэтому ситуация, когда я был 10 лет мэром Риги, она тоже была, с одной стороны, нормальной для города, в котором больше 50% населения русскоязычные, но с другой стороны, это по меркам латвийской политики было исключением. Понятно, что на отношение к русским в латвийской политике сильно влияют отношения между Латвией и Россией, которые и раньше были не самыми теплыми, а после 2014 года совсем охладели. Латвия всегда была заинтересована и в торговле с Россией, и, я говорю, традиции жизни и сотрудничества с Россией, они столетние здесь. Это не так, что в один день что-то родилось, потому такая вещь, как эти отношения, это большая ценность. Но 2014 год, это был как звонок. В тот момент, когда Россия начала экспансию в Украине, произошла оккупация Крыма, это был как звонок здесь, что следующий мы. До 2014 года были, если вот вы упомянули в своем предыдущем вопросе, были ли прорусские, тогда было 50 на 50 были, давайте там жить дружно, какая армия, зачем нам, там же все нормально, там все хорошо. Мы могли бы считать, что политика делилась на две части, про российские, вот с такой точки зрения, давайте все делать, там дружить, чем лучше дружить, тем будем вообще там Швейцарией, будем посредники, мост и так далее. Там всякие были эфемерные идеи, которые все рухнули в 2014 году, когда все поняли, что на востоке Украины они воюют вместо нас. Латышские СМИ и латвийское государство, проводя политику русофобии, проводя антироссийскую политику, они сознательно отталкивают латышское население от нелатышей. Страна, которая самоизолируется, которая бряцает оружием, не очень хороший сосед, но сосед есть сосед. Сосед всегда приоритет, к соседу надо относиться внимательно и говорить с ним. Почему испортились отношения между Россией и Латвией? Надо думать. Я ведь хорошо помню, какие они были во времена Ельцина, насколько дружественные они были в первых годах президента Путина. И как они постепенно испортились не столько с Латвией, сколько с Евросоюзом. И вот это меня действительно беспокоит. Но здесь, наверное, сложно в наше время говорить о таком понятии, как двухсторонние латвийско-российские отношения. Кончились, мне кажется, на данный момент эти времена, потому что есть европейско-российские отношения, частью которых являются уже и отношения между Латвией и Россией. Поэтому мы в значительной степени зависим от того, что происходит между Брюсселем и Москвой или между Брюсселем и Вашингтоном. Соответственно, и Москвой мы в этой ситуации
мы выбрали этот путь, мы часть Европейского Союза, поэтому так это все и складывается. Но да, то, что отношения сейчас, с одной стороны, 2014 год, мы знаем, почему это началось, и у Европейского Союза не было варианта не реагировать, не было вариантов промолчать, но в результате из-за такого хитросплетения Латвия, в том числе потому, что мы именно являемся непосредственно приграничным государством, мы страдаем больше не в абсолютных значениях, а в значениях относительных, чем та же самая Германия или Испания или, предположим, Швеция. Да, Россия сильно постаралась, чтобы этого было, что говорить. Мы сильно постарались, у нас большая граница с Латвией, и надо сказать, что в Латвии очень большое русскоязычное население, и, в общем-то, оно довольно так... у него есть свой голос. Они, конечно, очень такие жестко по отношению как бы друг к другу настроены. Но, как говорят, я не очень поддерживаю это, говорят, что Латвия – страна двух меньшинств. Реальное меньшинство русские, но оно такое меньшинство, что звучит как большинство. А латыши, оно реальное большинство, но поскольку они люди более сдержанные, то они тоже считают себя меньшинством, которых как бы немножечко... И поэтому в этом смысле, да, на уровне политиков чувствуется напряжение. В бытовом смысле я вот за все 6 лет, я, пожалуй, не стала... Нет, один раз, когда мне там что-то бабушка на базаре продавала, и когда она поняла, что я здесь не живу, а приехала только, она тоже перешла на русский. И все. Понимаете, вот как бы эти люди вот смешные. То есть, значит, вот смотрите, если я живу в большой 5-комнатной квартире, а рядом со мной маленькая 1-комнатная квартира, то я буду ходить и поплевывать им на коврик, да? Так нельзя. Это все равно твои соседи. Это люди, которые живут рядом с тобой. Вообще хорошо бы, чтобы с ними были хорошие отношения. Хорошо бы, чтобы здороваться с соседями, прощаться с соседями, в лифте слово из 3 букв не писать. Вот это вот все. Это добрососедские отношения называются. И потом здесь, на секундочку, несколько сот тысяч граждан России. И от того, насколько Россия будет себя вести спокойно, взвешенно, достойно. Понимаете, что меня больше всего бесит? Прямо сейчас скажу. Что если с тобой поступают фигово, это вообще не повод поступать фигово в ответ. Все смотрят с надеждой на будущее. Но эти, которые у власти, наверное, не договорятся. Значит, будем ждать следующих каких-то изменений в коридорах власти наших стран. Самый русский город Латвии – это Даугавпилс. Русские составляют больше половины его населения. На референдуме в 2012 году 85% жителей Даугавпилса высказались за статус русского языка как второго государственного. Современный Даугавпилс появился благодаря российским военным. В 19 веке в Динабурге, как тогда назывался город, была построена крепость. Эти территории достались Российской империи после раздела Речи Посполитой, и военная база была нужна царской власти, чтобы закрепиться на не очень спокойных землях. В советские годы Даугавпилс стал важнейшим промышленным центром Латвии. Здесь было построено множество предприятий, заводов и жилых районов. Планировался запуск Даугавпилской гидроэлектростанции. Но этот проект не реализовали из-за начавшегося распада СССР. Даугавпилс, кстати, был включен НАТО в список 100 объектов, подлежащих обязательному уничтожению в случае ядерной войны. После обретения Латвии независимости Даугавпилс из развитого города довольно быстро превратился в захолустье. Крепость превратилась в гигантскую заброшку, предприятия закрылись, а число жителей уменьшилось почти на треть. Как многие другие постсоветские страны, Латвия не избежала территориальных скандалов после развала Союза. Правда, если некоторые другие республики свои территории потеряли, то Латвия, наоборот, хотела приобрести. Долгое время латыши предъявляли претензии на город Пыталово в Псковской области. За свою историю он успел побывать и частью России, и частью Латвии, но после распада Российской империи остался за латышами и был возвращен России в 1944 году. Поскольку Латвия время под властью СССР считает оккупацией, то, став независимой, страна потребовала вернуть ее границы 1920 года, то есть отдать Пыталово, который латыши называют Абрене, назад. Соцопросы фиксируют не очень высокий уровень ностальгии по СССР среди латвийцев.
Исследования американского центра Пью показывают, что лишь 30% жителей страны называют распад СССР негативным событием. Ниже этот уровень лишь в соседних Литве и Эстонии. А среди молодого поколения, людей в возрасте от 18 до 34 лет, так отвечают и вовсе лишь 20% респондентов. Желающих публично поностальгировать по советскому прошлому в Латвии могут ожидать неприятности. Несколько лет назад был принят закон, запрещающий демонстрацию символики СССР. Под это определение попадает, например, как военная форма времен Советского Союза, так и флаг с серпом и молотом. Советская символика приравнена к нацистской, а за выход на митинг с красным знаменем вполне можно получить штраф. Я думаю, что нет такой ностальгии. Ну, не могут быть ностальгии по поводу там, депортации, понимаете. Ну, в школе не учили, что происходило в 40-м и 41-м годах. Я когда в школе учился, с бабушкой общался. Она рассказывала одно, а в школе другое мне учили. Я спрашивал бабушку, где правда? Вот то, что мне учат в школе, или то, что ты мне рассказываешь? А она говорила, я тебе рассказываю правду, но учись хорошо. Ну вот я старался. Нас, как сказать, приучали к такому иезуитству. Уже, знаете, Сталин учился в духовном семинарии, говорят, иезуитов. Поэтому он и так думал одно, говорил другое, а делал вообще третье. Ну, в корне изменилось все на 180 градусов, понимаете. В советском обществе армия, то есть народ был для армии и для милиции. А сегодня это наоборот, армия и полиция для народа, то есть они обеспечивают нас, то есть не мы их. Но среди русскоязычных жителей Латвии мнения о жизни в СССР и независимой Латвии разнятся. Я лично не жалуюсь, мне хорошо. Сейчас? Получаю, подрабатываю еще, работаю. У меня большая семья. Сейчас лучше, чем в Советском Союзе? Немножко лучше. Немножко лучше. А если не секрет, какая у вас пенсия? Пенсия? Да. 285. А прожить на это можно? Ну, я получила социальную квартиру, поэтому сейчас мне хорошо. И только единственное пожелание к нашему государству, чтобы побольше давали пенсию людям. За 52 года стажа получить копейки обидно. А пенсия маленькая сейчас у вас? Конечно. Ну, если не секрет, какая? Я не говорю, но жить очень тяжело. Я не хотя бы день не работала здесь, и я бы не знаю, как бы не выжила. Скажите, в Латвии сейчас лучше жить или при Советском Союзе было? Конечно, в Советском Союзе. В Советском Союзе лучше. А сейчас зарплаты, пенсии здесь какие? Высокие? Примерно какая моя зарплата, мне хватает. Да. Насколько я помню, как мои родители, им было лучше, чем мне. Им было лучше при Советском Союзе, в смысле? А сейчас, если бы шла речь про восстановление какого-то Советского Союза, вы были бы за или против? Да. У меня пенсия 200 евро, как вы считаете, нормально? Но это невозможно прожить, да? Ну вот о чем мы говорим. Вот они и стают грибами. Что-то хорошее есть сейчас в Латвии по сравнению с Советским Союзом? Ну что, изобилие, конечно. То, что не было в Союзе. Изобилие, что хочешь, то и покупаешь. Да, продуктов, море. При Советском Союзе жили здесь, в Риге. Достаточно долго. Скажите, тогда было лучше или сейчас в Латвии? Я думаю, что сейчас. Сейчас лучше? А чем лучше? В принципе, вообще жизненный уровень и степень свободы. Мы же сейчас видим, вот был Союз, и сейчас Белоруссия. Да. Это сравнивать сложно. Среди ваших знакомых многие ностальгируют по Советскому Союзу, хотели бы вернуться? Ну, как говорится, за рюмкой водки, может быть, и что-то вспоминаю, но так, я думаю, что вернуться никто не хочет. Ну, вы, я так понимаю, не хотели бы, это мой последний вопрос. Ну, скажу, что там было лучше. Я же после Афганки, да, я же в Афгане служил, воевал. И там мне давали квартиры, даже 2 квартиры я получал. А когда уже пенсию, только начиналось, да, здесь спрашивал пенсию, тогда уже начинались проблемы.
Ни туда тебя не посылали, туда-сюда, и так, и так. Было ли при СССР что-то лучше, чем сейчас? Ну, я думаю, что квартиры были дешевле, но, в принципе, я скажу, сейчас, если работаешь, то сейчас лучше. Просто у меня тогда были родители инженер, отец, а мать была врач. И они были не очень богатые. Когда хорошо жили, скажем так, торговые работники, все, кто был, скажем так, у кормушки. А чем лучше сейчас? Ты работаешь, зарабатываешь. Если хочешь, открываешь свой бизнес, тоже зарабатываешь. Ну, как бы, если у тебя есть перспектива, вот у меня отец архитектор был, он просто зарабатывал копейки в государственной структуре. А здесь сейчас архитектор, он открыл свой бизнес и прекрасно зарабатывает. Из всех 3 прибалтийских республик Латвия, пожалуй, самая близкая к России. Здесь по-прежнему живет около полумиллиона русских, это четверть населения страны. Здесь по-прежнему существует большая проблема неграждан, людей, пораженных в правах за факт рождения от неправильных родителей. В Латвии было много крупных советских заводов, известных на весь СССР. Буквально все они закрылись. Латвия славилась своим главным курортом Юрмалы, куда приезжали звезды советского шоу-бизнеса, но теперь он в запустении. Здесь, как и в России, высокие цены, низкие зарплаты и коррупция. В отличие от соседей, Латвия пока не нашла своей ниши в Евросоюзе, но очевидно, что она стала частью большой Европы и уже не свернет с этого пути. А вы не сворачивайте с верного маршрута и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие выпуски.